Компания Lexus представила новое поколение кроссовера RX. Автомобилю сохранили узнаваемый стиль, но внутри он преобразился кардинально. Также RX перебрался на платформу JAK, лишился шестицилиндрового мотора и получил новую гибридную модификацию с возможностью зарядки от розетки. Но это далеко не все изменения, которые получила новинка. Из этого видео вы узнаете все детали и подробности о новом Lexus RX 5-го поколения. Lexus RX присутствует на рынке уже больше 20 лет. За это время он сменил 4 поколения и разошелся тиражом в 3,5 миллиона экземпляров по всему миру. А модель теперь уже уходящей 4-й генерации в строю с 2015 года. Причем, например, в Штатах это поколение стало самым удачным. Ежегодный тираж ни разу не опускался ниже 100 тысяч единиц. Теперь же новый автомобиль 5-й генерации готов принять эстафету и укрепить свои позиции на рынке. Вслед за более компактным NX вседорожник RX перебрался на модульную платформу JAK, архитектуру TNGA, которая имеет новую заднюю подвеску, многорычажка вместо стоек Макферсон и пониженный на 15 мм центр тяжести. Поперечное расположение двигателя и основной передний привод сохранены. Расширено применение высокопрочных сталей, повышена жесткость кузова. Например, для усилителей порогов использована сталь с пределом прочности в 1180 мегапаскалей, а для усилителей крыши в 1470 мегапаскалей. При этом крылья и капот теперь сделаны из алюминия. В итоге кроссовер стал на 90 кг легче предшественника. Еще Lexus RX стал шире прошлого поколения на 25 мм, 1920 мм. Но вот длина осталась такой же, 4890 мм. При этом колесная база стала больше на 60 мм, 2850 мм. Однако массивный передний свес сохранился, а всю прибавку дало смещение задней оси ближе к корме. Передняя колея стала шире на 15 мм, а задняя сразу на 50 мм. На выбор предложены колеса диаметром 19 или 21 дюйм. Кто подписан на мой телеграм-канал, уже видел дизайн RX, который компания частично рассекретила на своих тизерах еще в мае. Он выдержан в новом фирменном стиле марки. К его характерным особенностям относится безрамочная радиаторная решетка, плавно переходящая в кузов. И этот визуальный эффект удалось добиться за счет небольших фальшивых сот сверху. Сам кузов сделали более обтекаемым без прежних резких граней, но при этом RX сохранил стремительный профиль с неспадающей крышей. Фары новые, но светодиодные росчерки ходовых огней оставили. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Салон, как и у младшей модели Lexus NX, выдержан в новой дизайнерской концепции, получившей название Тазуна, в переводе с японского «уздечка». Она подразумевает интуитивно понятное управление всеми функциями автомобиля. Разработчики отказались от тачпада на центральном тоннеле, установив обращенный к водителю тачскрин мультимедийной системы, который имеет диагональ 9,8 или 14 дюймов. Система Lexus Link Pro работает в 3,5 раза быстрее и имеет голосовое управление, расширенный онлайн-функционал и удаленный доступ со смартфона. За управление трансмиссией теперь отвечает нефиксируемый джойстик. Контурная подсветка салона имеет 64 цвета на выбор. Среди опций появилось салонное зеркало с экраном, на которое передается картинка с задней камеры. Также предусмотрен проекционный дисплей. Интересно, что из 60-мм прибавки к колесной базе салону досталось лишь 10 мм. Настолько увеличено расстояние между рядами сидений, а оставшиеся 50 мм пошли в багажник. Но его объем компания не приводит. Спинка заднего дивана теперь разделена на 3 части в пропорции 40-20 на 40. От NX новинки достались электрозамки дверей и латч. Для отпирания изнутри достаточно нажать рукоятку, хотя сохранилась и возможность аварийного механического открытия. Для этого рукоятку нужно привычно тянуть на себя. Электроника может принудительно заблокировать замок, если зафиксирует опасность при попытке открыть дверь, например, при приближающемся по соседней полосе автомобилю. Над рулем установлена камера слежения за состоянием водителя. Электронный комплекс Lexus Safety System Plus 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль и множество других ассистентов, может остановить машину, если распознает, что водитель уснул или потерял сознание. А система предотвращения столкновений теперь распознает мотоциклистов и другие объекты, например, деревья и столбы. Со сменой поколения Lexus RX лишился двигателей V6.
Остались только 4-цилиндровый мотор. Бензиновый двигатель – это 2,4-литровый турбо-четверка с отдачей в 279 лошадиных сил и 430 ньютон-метров крутящего момента. Она работает в тандеме с 8-диапазонным автоматом. Привод может быть передним либо полным. Полноприводный RX 350 разгоняется с места до сотни за 7,1 секунды, что на секунду быстрее, чем предыдущий RX с 6-цилиндровым двигателем на 299 сил. RX 350H – это параллельный гибрид. 2,5-литровый бензиновый атмосферник работает с электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная мощность 249 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 316 ньютон-метров. Привод передний или полный. Во втором случае на задней оси установлен дополнительный электродвигатель системы EFO. Полноприводный гибрид набирает сотню за 8 секунд. Версия RX 450H+ появилась впервые. Это подзаряжаемый гибрид с полным приводом EFO и более мощными электромоторами. Суммарная отдача составляет 306 лошадиных сил. Такому кроссоверу положена литий-ионная батарея емкостью 18,1 кВт-часа, которая обеспечивает ему 65-километровый запас хода на одном электричестве. Такой гибрид разгоняется с места до сотни за 7 секунд, и его можно заряжать от розетки. В электрическом режиме он может набирать 135 км в час. RX 500H – это еще один параллельный гибрид, но с системой Direct4. У него 2,4-литровый бензиновый двигатель, 6-диапазонный автомат и отдельный электромотор на задней оси. Пиковая отдача гибридной системы 371 лошадиная сила и 550 ньютон-метров. Такой RX будет доступен только в спортивном исполнении F-Sport Performance с полноуправляемым шасси и 6-поршневыми тормозными механизмами. Он является самым динамичным в гамме. На разгон до 100 км в час ему требуется всего 6 секунд. Но подзарядка от розетки для RX 500H не предусмотрена. У него компактный никель-металлогидридный аккумулятор. Для менее мощных версий, как и прежде, предусмотрен простой спорт-пакет, который теперь называется F-Sport Handling. Он включает иной обвес, другую решетку радиатора, декор в салоне и перенастроенную подвеску. Предполагается, что бензиновые и простые гибридные версии выйдут на рынок одновременно, уже осенью этого года, а подзаряжаемый гибрид придется подождать. Цены в компании пока не озвучили. Также нет информации о появлении новинки на рынке России. Еще в марте Япония ввела санкции в отношении РФ и запретила ввозить в страну премиальные автомобили, в том числе все модели Lexus. Понравился ли вам дизайн нового Lexus RX? И как вы считаете, новый кроссовер стал выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. Также, чтобы не теряться, советую подписаться на мой Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. В описании и закрепленном комментарии я оставлю ссылку. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.